Я вас приветствую. Тема сегодняшней записи – путь кармы и путь духовного познания. Цикл деградации человека начинается с того, что душа, атма, инстинктивно отождествляет себя со своим телом и сознанием. Мы не видим своей истинной природы. Начинается все с того, что душа через органы чувств своего временного тела получает искаженное представление о себе и думает «я есть это тело». Что происходит следом за этим? Подсознание человека, читта, является хранителем всех наших желаний, принесенных из прошлых жизней. И эти желания постепенно выходят наружу. На следующем этапе вступает в работу ум. Неконтролируемые, яркие желания, которые возникают из-за возбуждения в уме, начинают руководить жизнью человека и формируют его ложное эго. Это абсолютно неизбежно, когда человек отождествляет себя с телом и своим сознанием. Чтобы познать что-то, нужно забыть привычные вещи. Некоторых живых существ, например, птиц, легко обмануть. Они клюют подсолнухи. Хозяину не нравится, и он переживает, что же останется от урожая, если его полностью склюют птицы. Фермер ставит чучело. Простое. Палка, крест, старая рваная рубашка и шляпа сверху на эту палку. На ветру чучело колышется, как живое. Птицу обмануть легко. И человек думает, что его обмануть трудно. На самом деле тоже легко. Немножко костей, мяса, сверху волос, и все, мы уже не понимаем, что происходит. Ложное эго полностью погружает нас в иллюзию. Так и существуем мы в полной иллюзии, принимая за реальность только видимую и осязаемую часть вечного живого существа. Ложное эго человека состоит из представлений «я» и «моё». В результате того, что мы взаимодействуем с этим миром на основании принципа желания, мы приобретаем то, что потом считаем своим. Мое тело, мои дети, мои успехи, мой муж, моя жена, мои достижения, мои дипломы. Все эти представления составляют наше ложное эго. Это некая груда того, что человек считает принадлежащим самому себе. Таким образом, мы переходим на этап ложного эго, и в конечном счете это ложное эго складывается в некую систему верований человека. Материальный разум или материальная решимость человека, как правило, направлена на то, чтобы увеличить это «моё» или расширить свое материальное влияние. Человек с огромной решимостью начинает действовать в материальном мире, а в сущности он просто служит своим желаниям, пытаясь их реализовать. Ему кажется, что он господин, но на самом деле он слуга своего ума. Он становится слугой своих собственных желаний, которые постоянно меняются. Мы все знаем, сегодня у меня одни желания, а завтра другие. Разум находит пути, с помощью которых будут реализовываться желания. В результате такой материальной деятельности реализуется кармическая программа прошлых воплощений и создается кармическая программа будущих воплощений. Таким образом, цикл замыкается. Понятное дело, что есть какие-то вариации, и чаще всего под влиянием законов материальной природы эта программа приводит к деградации. Каким же образом цикл кармы переключить на цикл освобождения от кармы, чтобы перестать деградировать в материальном мире и выйти за его пределы? Восходящий цикл освобождения, цикл эволюции человека начинается с того, что душа, атма, пытается сформировать свои представления о себе не инстинктивно, не из-за того, что она соприкасается со своим подсознанием и накопленной кармой. Она пытается сформировать свое «я» благодаря общению с духовными знаниями о природе человека и его взаимоотношениях с Создателем.
Если душа поворачивается к духовному учителю, к тому аспекту Бога, который может вывести нас за пределы дурной бесконечности, заколдованного круга кармы, то тогда этот цикл можно разорвать, а энергию, заключенную в этом цикле, можно будет поставить на службу освобождения души. Благодаря соприкосновению со святым человеком мы можем получить некий отблеск его веры, которой у нас еще нет. Ложное эго ведет человека только по пути реализации материальных желаний. Но духовные знания дают нам абсолютно четкий критерий того, что важно, а что не важно, что ценно, а что не ценно. Каким образом я, как человек, должен жить? С момента обретения веры в Бога может начаться восходящий цикл эволюции души. Вера, если она сформировалась правильно, обязательно порождает в нас разум, духовную решимость. Разум, заряженный духовной энергией, становится духовным разумом, настроенным на достижение духовных целей. И это первый шаг от нашего эго, сформированного в результате общения с духовными учителями, к решимости действовать как душа, а не как тело. В результате того, что человек понял, каким образом ему нужно действовать, он начинает менять свою жизнь, начинает соприкасаться с другими качествами материальной природы, не теми, которые были положены по его карме. Даже самый невежественный человек становится гораздо более благостным в своих пищевых привычках, в своем режиме дня, в выборе общения. То есть меняются наши привычки, которые формируются разумом и переходят в нашу читту, хранитель всех впечатлений и всех привычек. Это, в свою очередь, начинает сказываться на нашем теле, на его функционировании. Человек начинает вести образ жизни, который способствует очищению его тела и очищению его подсознания. Так постепенно очищается ум. Это медленный процесс, это следующий этап на этом восходящем цикле, когда ум под влиянием очищенного тела и подсознания гораздо более склонен к духовной деятельности. Тогда умом легче управлять, его легче направлять туда, куда нужно, и желания, которые возникают в этом уме, меняются. Если мы поднимаемся по вертикали, то обзор расширяется. Если двигаемся по горизонтали, обзор не расширяется. Что происходит на горизонтали? Мы просто ходим и изучаем Землю. Индия, Казахстан, Китай, Америка. По горизонтали мы изучаем науку, как пользоваться материальным миром. А вертикаль совсем другое. Мы уходим на другую точку, поднимаемся на орбиту и видим сразу Индию, Казахстан, Китай, Америку. Нужно понимать, что мы много-много витков проходим по этому циклу, начиная с веры, которая будет формировать духовный разум, которая будет очищать нашу жизнь, наше тело. Вера будет успокаивать наш ум, делать ум заточенным на духовную практику. Нужно всегда учиться, в любом возрасте, на любом уровне. Не нужно гордиться знаниями, потому что знание безгранично.